Всех приветствую. Приветствуем мусульман. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем желаю успешного проведения такого значимой, будем говорить так, онлайн-конференции, обсудить, как говорится, все те аспекты, которые на данный момент они действительно актуальны, которые мы сегодня здесь обсуждаем. Они очень, будем говорить так, остро ощущается всеми жителями планеты. Поставлены вопросы, которые непосредственно на данной конференции одна за другой можно обсуждать очень долго и много. Сказать есть что. Но мы вот выделили первую часть непосредственно этого вопроса, вот, развития религиозного диалога, защита святынь, закрепление особого международного статуса священнослужителя. Это, мне кажется, очень важные темы. Конечно, немаловажно, я считаю, что самыми важными из этого всего заключается в том, что мы поднимаем здесь вопросы именно Ближнего Востока. Там происходят ужасные конфликты, которые уносят с собой много жизней невинных людей, детей, женщин, стариков. Гуманитарная катастрофа происходит. Есть очень много, будем говорить так, значит, данных международных организаций, свидетельств медицинских организаций о том, что погибают люди, как, будем говорить, во Второй Великой Отечественной войны, Великой мировой войны, которая происходила в 1945 году. С голода морили людей, они умирали. Эти кадры до сих пор публикуются многими странами мира, как ужасный фашизм, как бесчеловечные какие-то определенные идеологии, как когда одна нация, будем говорить, выступает во главе того, что у них есть какие-либо привилегии перед другими нациями, это мы называем нацизм. И они издевались над другими народами, считая их второсортными, третьесортными, гоями, какими-то там рабами, недолюдями. Они были недолюди, будем говорить так, да. И мы сейчас в современном мире, в 21 веке это видим, наблюдаем просто в онлайн-режиме, этот весь мир наблюдает. Ужасно, да, Ассамблея Объединенных Наций реагирует на это, будем говорить так, да, большинство, мировое сообщество призывает всех к тому, чтобы это остановилось в конце концов. Но некоторые страны блокируют это, воспринимают то, что определенным государствам, раз у них есть мощь, сила, это дозволено. Вот. Но мы очень, будем говорить, сожалеем о том, что так происходит. И что может сделать сейчас, в данный момент, вот в этом хаосе в мире, который творится. Мы также видим сейчас вот на Украине, вот Муфти Хазрат Донецк выступил, говорит, вот такие вот сейчас происходят события, да, там постоянно, будем говорить, э, жесткие противостояния нацистских определенных сил происходят с э, здоровыми силами, где проповедуется и пропагандируется то, что традиционные ценности, они стоят во главе всех, во главе человеческой жизни, будем говорить так, да, потому что действительно вот, Всевышний Господь, Всевышний Аллах, Табарак ва Тааля, создал нас всех, мужчины и женщины, чтобы мы строили семьи, чтобы была иерархия правильная, будем говорить так, да, у каждого свое место в семье есть, допустим, да, и пропагандируется то, что определенными западными какими-то силами, которые стараются внести в нашу жизнь какие-то иные взгляды. Да, мы понимаем, они могут быть и имеют место быть, но чьи это взгляды? Нам надо осознать это. Те взгляды, которые у дьявола, у шайтана, как у нас говорят, тоже есть свои взгляды, но это не означает то, что он, значит, добродетель это, что это хорошо. Вот. Мы, конечно, понимаем, разные бывают мнения, бывают разные э, взгляды на жизнь, но
то, что противоречит естеству, мы считаем это не взглядом, а мы считаем, что это большим заблуждением. И мы, как хранители духовности, всех ценностей, как наставники, как мусульмане, как, будем говорить так, муфтии, кто является пасторами своих общин, тех или иных каких-то конфессий, мы должны, конечно, доносить до всего человечества о том, что все-таки нам надо хранить те ценности, которые беречь их, за них отстаивать и, как говорится, выходить из зоны комфорта. Вот как даже сегодня хорошее предложение муфти Хазарат сделал Донецка, ездить в такие места, где, вот, будем говорить, горячие точки, где они непосредственно происходят эти события, это мы должны своими глазами увидеть это все и показать людям, что мы там были, мы там видели, мы это своими глазами наблюдаем во все конфликтные, будем говорить, зоны. Например, у нас здесь, в Кыргызстане, непосредственно у нас есть много благотворительных, будем говорить так, сейчас я извиняюсь, здесь у меня немножко а, сбой идет такой. Так, у нас есть благотворительные определенные организации, которые собирают здесь пожертвования, допустим, непосредственно по всей Киргизии, для того, чтобы там как-то гуманитарно помочь нуждающимся братьям и сестрам в Палестине. Сейчас собрали вот хорошую гуманитарную помощь в Ливан там. И вот таким образом непосредственно сами участвуют, едут, смотрят, какая обстановка гуманитарная там происходит, что там вообще происходит, снимают это, рассказывают здесь у нас. Слава богу, информация как бы есть та, что на самом деле происходит ужасное в 21 веке, в цивилизованном мире, мы сейчас говорим, сейчас где бы мы на форумах не обсуждали, где бы каких-то конференциях не говорили, везде все развито, везде есть доступ ко всему, и вдруг вот такое происходит, и никто ничего не может сделать, и вот это просто поражает, даже вот такая большая организация, как ООН, допустим, да. Слава богу, вот мы тоже как международная общественная палата здесь стараемся какие-то внести коррективы, говорим, рассказываем, принимаем определенные там резолюции на круглых столах, где бы там не была бы возможность, какая бы площадка, стараемся всегда заявить о том, что это должно прекратиться, и все-таки добро должно всегда победить. Вот. Я сейчас еще раз зачитаю вам значит, послание нашего Верховного муфтия Кыргызстана, если вы позволите, если у нас время есть. И на этом, наверное, я закончу. Но мы, как кыргызстанцы, вот, как непосредственно Среднеазиатская республика, всегда готовы сотрудничать, всегда готовы быть рядом, плечом к плечу, где бы мы ни были бы, куда бы ни были бы, какие-то определенные для нас поставленные задачи, значит, принимать участие непосредственно, всегда вкладываться, будем говорить, и морально, и этически, и материально, и экономически, духовно, нравственно, культурно, в любых, будем говорить, сферах жизни, деятельности человека, потому что это необходимо. Мы в ответе перед своими будущим потомством, поколениями, которые придут в будущем, потому что они обязательно спросят с нас, что вы сделали, что вы говорили, как вы жили, как вы могли на это смотреть. Вы даже не могли так собраться вместе, что-то сказать, сделать, противостоять этому. Да, у нас нет больших каких-то определенных влиятельных рычагов, но все-таки мы должны что-то делать, мы не должны сидеть. И спасибо вам, Александр Сергеевич, за и вот Международной общественной палаты, за организацию такой конференции, и вот, что мы могли принять участие, высказать в том, что мы не согласны с происходящими в мире событиями. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, здесь вот просто заготовленный текст, я зачитаю. Имею честь выступить перед вами от лица Духовного управления мусульман Кыргызстана и Верховного муфтия Кыргызской Республики. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важнейший вопрос современного общества, развития межрелигиозного диалога для защиты верующих и святынь, а также закрепления особого международного статуса священнослужителя. В мире, где разнообразие религий и культур является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, крайне важно укреплять взаимопонимание и сотрудничество между разными религиозными общинами. Это очень важно,
попросил муфти, мы отметили именно этот момент. Развитие межрелигиозного диалога представляет собой ключевой элемент в обеспечении безопасности и защиты верующих. Это не просто обмен мнениями, но и глубокое взаимное уважение и признание ценности каждой религиозной традиции. Через диалог мы можем преодолевать убеждения, стереотипы и недопонимания, строя мосты доверия и единства, что сейчас на данный момент и мы стараемся сделать. Потому что цель истинных верующих людей именно это и сделать, чтобы убрать все предубеждения, было плохое мнение о мусульманах, допустим, мы какие-то определенные есть силы, которые что-то хотят, занимаются исламофобией, например. Стереотипы там какие-то существуют, недопонимание, потому что, вот, допустим, какие-то определенные силы, опять же, внесут какую-то лжеинформацию, и люди начинают понимать иначе священные писания. Мы должны вот очень сильно стараться донести до людей, будем говорить, толковать их и объяснять им, что на самом деле несет миротворческую деятельность именно духовность. Строя мосты доверия и единства. Защита святынь является не только вопросом религиозной свободы, но и важнейшим аспектом культурного наследия человечества. Я вот хотел бы здесь сказать, вот как, допустим, в Палестине это обостренно стоит вопрос, так как святыня Аль-Акса, там очень много, все вокруг нее это все и зарождается, вот эта борьба. Одни хотят, религиозные фанатики какой-то определенной группы, захватить что-то, какую-то другую, будем говорить, святыню, построить там на ней. И на этой почве, будем говорить, там идут постоянные распри, какие-то определенные конфликты. Но мне кажется, что вот мы должны донести о том, э, что это не только просто религиозное, духовное э, наследие какой-то определенной группы верующих людей, допустим, как мусульман, но это вообще это наследие всего человечества, это исторические определенные объекты, и мы должны обязательно их сохранить. Каждая святыня несет в себе историческую и духовную ценность. Мы не можем так просто из-за каких-то определенных, будем говорить, своих выдуманных, будем говорить, убеждений что-то разрушать, нести какую-то страшную, будем говорить, страшной силой, какой-то смертью невинных людей, а, достигать своих целей. Но при этом необходимо сохранять и защищать это все для будущих поколений. Только через совместные усилия мы сможем обеспечить их безопасность и сохранить их для будущих поколений. Не менее важно закрепление особого международного статуса священнослужителя. Вот это очень мне понравилось, вот это само по себе, вот эта идея о том, что каждый, будем говорить, священнослужитель, он как и медик, допустим, да, он духовно подкрепляет людей, да, он без оружия идет в определенные места конфликта, там, да, и ему дать определенный статус и защитить его в тот момент, когда он там дает духовную, будем говорить, духовно подкрепляет страждущих, которые мучаются люди. Это очень важно, потому что если ему, как, допустим, медика допускает, и никто в него не стреляет, когда человек ранен, допустим, его он лечит, вытаскивает его там, да, обеспечивает ему какой-то определенный охрану здоровья, то охрану духовного состояния человека, психологического, когда занимается священнослужитель, мне кажется, тоже ему нужно дать определенный статус. И вот здесь как-то, вот, может быть, наши спикеры тоже об этом более глубже скажут, кто-то профессиональный. Но было бы хорошо бы, если бы как на опыте других стран. И вот я заметил, я изучил этот вопрос в США, Испания, Англия, в Европе, везде есть определенные статусы, где, если ты священнослужитель, тебе отношение иное. Социальные иные другие отношения, политические, визовые какие-то определенные пребывания. Везде есть какие-то определенные привилегии у священнослужителя, потому что он несет в себе, будем говорить так, мирные определенные будем говорить, призывы без каких-то определенных, будем говорить так, физических и инструментов таких каких-то, не имеет он какую-то власть для того, чтобы как-то применить и какую-то силу. У него единственное, что есть, имеет какой-то инструмент, это только донести добрым своим словом.
Поэтому священнослужителей необходимо защищать от всяких нападок, которые происходят по каким-то либо незаконным, будем говорить так, обоснованиям. Вот. Священнослужители играют ключевую роль в поддержании мира и стабильности в обществе. Они являются духовными лидерами и наставниками, чье влияние выходит далеко за пределы религиозных общин. Вот здесь очень можно заметить в том, что не только эта группа какая-то, будем говорить, верующих людей, будущие мусульмане, христиане, это кто бы это ни были бы, да, допустим, буддисты, но священнослужители вот, определенной конфессии или группы людей, они очень сильно влияют на общее положение жизни, социальной жизни общества, где они находятся. И поэтому это нужно обязательно взять во внимание. Им необходимо, он сталкивается с иными другими религиозными общинами. Поэтому мне кажется, что некоторые группы, которые вместе, будем говорить, проживать в том или ином регионе, то дать им определенный статус для того, чтобы они могли совместно, будем говорить так, вести социальные определенные какие-то духовные, нравственные работы в своем обществе. Признание и закрепление их особого статуса на международном уровне позволит более эффективно защищать их права и свободы, а также укрепить их позиции в обществе. Если все-таки государство будет стараться содействовать как бы содействовать, давать определенные статусы и привилегии, то в обществе, конечно, будут их прислушиваться к ним. И в таких тяжелых ситуациях, когда конфликтные ситуации будут вдруг происходить в регионе, они могут играть ключевую роль по стабилизации ситуации. Вот. Например, у нас в Кыргызстане на данный момент идет сейчас поправки законодательства 51 акта, ну, имеется в виду именно в духовной сфере, о свободе вероисповедания. И вот один из таких там ключевых моментов, если вот как могу как пример привести, то, что сейчас, допустим, проповедовать, хотят дать проповеднику, хотят дать определенный статус, ему дать специальный документ, чтобы он в общественных местах мог реализовать эту возможность, как, будем говорить, официальный представитель духовенства. И есть, конечно, внутри официальные представители духовенства, им автоматически дан определенный статус, чтобы они проповедовали, призывали людей, будем говорить так, к духовности, к морали, к традиционным ценностям. Так как, почему это так происходит? Потому что сейчас в последнее время в мировой практике выходят какие-то определенные люди, называют себя какими-то учеными людьми там, или какими-то знающими, или просто так выходят в толпу и начинают представлять какую-то ту или иную группу, допустим, мусульман, допустим, да, и начинают говорить какие-то разные вещи, и будем говорить так, саботаж какой-то, провокации делают, допустим, да, или призывают ислам интерпретируют не в том контексте, какой он на самом деле является, и тем самым портят, будем говорить так, мнение общественности о духовности, о религиях, о нравственности, которые призывает непосредственно сам ислам, например, в частности, у нас здесь в Кыргызстане. Поэтому хотелось бы, чтобы наше государство, вернее, хочет, чтобы именно такими делами занимались только те люди, которые для этого уполномочены, и тем самым защитить и самого, будем говорить, священнослужителя, проповедника, и саму ситуацию, которая может разрастись, если будут это совершать, будем говорить так, кому не попадя, давать такую возможность, и определенные силы могут этим воспользоваться. Всем большое спасибо. Вот, я призываю всех участников конференции активно включаться в обсуждение, делиться своими мыслями и предложениями. Вместе мы все можем сделать мир более гармоничным, справедливым, уважая и поддерживая друг друга, независимо от религиозной принадлежности. Спасибо за внимание. И с большими молитвами, глубокими молитвами, с вами всем, с лучшими, наилучшими, вернее, пожеланиями к вам обращается наш муфтий и желает, чтобы во всем мире наступил мир, как говорится, всех благ посчитал, то он меня уже устно попросил передать вам всем приветствие. Пускай Всевышний Аллах всех хранит, пускай все в конце концов разрешится, наступит на земле мир,
перестанут страдать дети, перестанут погибать невинные люди. И даже, честно сказать, вот есть, как бы сказать, вот люди непосредственно участвуют в военных операциях, допустим, как солдаты, как воины той или другой стороны. Пускай у них тоже наступит мир, и в их семьях тоже наступит благополучие, все сыновья вернутся со всех этих, будем, конфликтных ситуаций, и все живут в мире, в покое, и наши, будем говорить, традиционные ценности все-таки восторжествуют, и пусть победа будет за истиной.